Карлос Пратос приезжает в гости на континент Джека Делла Маддалены, чтобы сразиться с ним в главном бою вечера за возможность в будущем побиться за титул. Потрясающая битва двух полусредневесов. И хоть Джек Делла Маддалена будет и биться при собственных трибунах, а еще недавно он был чемпионом в глазах фанатов и котировок у букмекеров, он андердог, в то время как Карлос Пратос, который выкуривает настолько много сигарет, что создает в мире их дефицит, идет уверенным фаворитом в этой встрече. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в нашем телеграм-канале Калугин ММА, там же все важные анонсы и фрибет 3000 от моих партнеров. Если неудобно забирать фрибет в телеграм-канале, то можно это сделать по QR-коду на экране, и ссылочка будет в описании. А мы начинаем. Джек Делла Маддалена еще в прошлом году был чемпионом на серии из 7 побед к ряду. Он получил титульник с Белалом Мухаммедом и уверенно одержал над ним верх. В тот день многие были удивлены геймплану Белала, который славился своей хорошей борьбой и удержанием в партере. Однако в тот вечер он предпочел биться в стойке, почувствовал себя настоящим Флойдом Мейвезером. Но проблема в том, что то, как ты себя ощущаешь, не всегда имеет что-то общее с реальностью. В стойке Маддалена уверенно разбил чемпиона и забрал его пояс. Однако здесь нельзя винить исключительно плохой геймплан Белала. Он боролся мало, это правда, но совсем от борьбы он не отказывался. Маддалена хорошо справлялся с теми немногочисленными попытками его забороть, что и поселило чуть-чуть уверенности в том, что его следующий поединок, а по совместительству первая защита против Ислама Махачева, будет хотя бы немного конкурентной. Как ни крути, но Ислам, во-первых, поднимался на категорию выше, а Маддалена имел рекорд в UFC 8-0. И многие, конечно, рассчитывали увидеть победу Махачева, но мало кто рассчитывал, что это будет 5-0 по раундам, а общий контроль в партере составит почти 20 минут, что равно 4 полным раундам. Но именно так и произошло. Ислам провел 4 тейкдауна, и все были успешны, а на земле у Джека не было и малейшего шанса подняться обратно в стойку. Это был тотальный разгром и огромный разрыв в борцовских навыках. Так Джек, не успев стать чемпионом, потерял титул в первой же защите. Борьба действительно не сильнейшая его сторона, хотя в партере Джек работать умеет и даже добывал там не раз победы. Но все же его переводили вниз далеко не только элитные борцы. Стойка – вот что действительно всегда было главным оружием для победы у Джека. Маддалена обладает отличным боксом, хорошим кардио и защитой в стойке. Он способен долгое время держать интенсивный темп в стойке, перебивать соперника, и в какой-то момент оппонент уже не выдерживает темп Джека, который он сохраняет длительное время, и тут уже вступает в силу умение финишировать и не доводить бой до решения. И я бы ни в коем случае не хотел занижать заслуги Джека, но факт остается фактом. Из элитных бойцов, а в своем прайме он сумел одолеть только Мухаммеда. Остальные бойцы были либо вне рейтинга топ-15, либо в топах, но и близко не чемпионского уровня. Но есть хорошая новость для Джека. Его следующий соперник, Карлос Пратос, не собирается бороться. А значит, шансы Маддалены резко возрастают в этой встрече. Карлос Пратос — это уникум, я серьезно. Есть пахари, такие как Махачев или Хабиб, а есть одаренные бойцы, у которых есть талант, и впахивать так сильно им не обязательно. И вот Пратос из таких бойцов. Боец ведет не самый спортивный образ жизни, курит, выпивает, веселится на вечеринках, кайфует, одним словом. Но когда поднимается в октагон, то отправляет одного зожника за другим в нокаут. И если поначалу, когда он вырубал там Джайлса, Радки или Джинглианга, казалось, что дело в оппозиции. Мол, да, парней среднего уровня он может проходить, но что будет, когда он дойдет до топов, и знаете, что произошло? Да ничего не изменилось. Первым опытным соперником был Мэгни, отлетел в 2 нокдауна и был нокаутирован. Был Джефф Нил, который отправился в красивый нокаут в первом раунде.
и вишенкой на торте стал Леон Эдвардс. Бывший чемпион полусреднего веса продержался чуть дольше предыдущих оппонентов и проиграл нокаутом во втором раунде. И во всем ростере нашелся лишь один человек, который сумел остановить курящий паровоз. Иэн Мачадо Гэри. Гэри тоже высококлассный ударник, скорее даже универсал, который, может быть, и чемпионом не станет, но уже доказал, что точно является бойцом чемпионского уровня и уж за титул там в статусе претендента пободаться точно способен. В тот вечер Гэри был элементарно дисциплинированнее. Грамотно и безопасно перебивал Пратоса в стойке, забрал первые раунды. Казалось, что курящему и не самому дисциплинированному Пратосу в поздних раундах вообще делать нечего. Но в этом бою мы лучше узнали характер Карлоса, который наоборот собрался силами, и кто бы мог подумать, только в 5-м раунде. Несколько раз он сумел пошатнуть ирландца, заставить его прыгать в ноги и бороться. Но было уже поздно, прозвучал гонг, и Гэри одержал победу единогласным решением судей. Этот поединок показал, что Пратос способен и переживать сложные эпизоды в боях, и переламывать ход поединка, и давать бой элитным бойцам. И чтобы вас не запутать, на всякий случай, бой с Гэри был не последним. После этого он как раз таки нокаутировал Нила и Эдвардса. Но по мне, именно бой с Гэри дает нам много информации о Пратосе. Карлос обладатель большого размаха рук, чем он превосходно пользуется. Ему не нужно вступать в размены. Он пытается найти место для точного попадания, так сказать, ваншот, и дело сделано. У него уже целая коллекция из однопанчевых нокаутов. К размаху рук добавляем невероятную силу удара и скорость, которые и позволяют отправлять спать соперников раньше, чем прозвучит первый гонг об окончании раунда. Когда ты смотришь бои Пратоса, ты прям чувствуешь всю боль от его ударов через экран. К нему сложно сблизиться, чтобы перевести. Сложно работать на дистанции, потому что длинные ручищи бразильца достают тебя еще на попытке выбросить удар. Но из слабых сторон мы не видели его в боях с элитными борцами. Но Мадалену, у которого хоть борьба и есть, назвать ее элитной точно нельзя. Хотя если дело дойдет до партера и у Мадалены получится занять позицию сверху, у Карлоса вполне могут возникнуть проблемы. И чем же интересен этот поединок? Да тем, что бьются два отличных ударника. Мадалена хорошо защищается в стойке, грамотно сокращает дистанцию. Он вполне может повторить успех Гэри в начале поединка, которому удавалось количеством переигрывать Пратоса. И Джеку стоит сделать ставку именно на это, не пытаться срубить его одним ударом, это как раз стиль Пратоса. Ему стоит больше кружить и биться аккуратно с дистанции, буквально использовать запись боя с Гэри как референс. Но проблема в том, что Гэри уступал в размахе рук Пратосу на 8 сантиметров, в то время как Мадалена уступает по этому показателю на все 12 сантиметров. Поэтому этот референс может сыграть с ним злую шутку. Я выбираю в качестве победителя этого поединка Карлоса Пратоса. Можно, конечно, попробовать биться как Гэри, и я даже допускаю, это может принести определенный успех, но Карлос быстро раскусит такой план. А встречные удары от бразильца не дают тебе второго шанса. Не думаю, что у Джека получится длительное время работать на дальней дистанции. Не думаю, что он сможет навязывать рубку на ближней дистанции. Не думаю, что он сможет уверенно бороть Пратоса в большей части поединка. Ну, максимум удастся выиграть один раунд за счет борьбы. Тем более мы говорим про 5 раундов. У Джека куда больше шансов именно в 3-раундовом бою. А тут целых 25 минут у Карлоса понять, где и когда нужно донести свою длинную щупальцу до подбородка соперника. Ему с Гэри-то почти хватило на это времени. Так что нас ждет убойный поединок однозначно, скучно не будет абсолютно точно, а Пратос в меня уже вселил такую уверенность, что, пожалуй, только в боях с Махачевым или реванше с Гэри я не выберу его. И пока готовил этот ролик, задумался, что в теории, если Топурия поднимется в полусредний вес, они с Пратосом когда-то, опять же, в теории могли бы побиться друг с другом. И только представьте разницу в габаритах. Размах рук у Пратоса больше на 24 сантиметра. Пратос выше на целых 10 сантиметров в росте. В общем, это, конечно, был бы легендарный поединок. Кто знает, может быть, когда-нибудь мы и его увидим. Ну а пока мы ждем Мадалена Пратос, подписываемся на телеграм-канал Калугин ММА, чтобы смотреть этот бой вместе со мной. Там же я поделился мнением по другим боям карда, ссылочка в описании, увидимся там. Пока-пока.